Бельгийка Хендрикс опередила Хромых и Щербакову по итогам короткой программы на Гран-при Италии. Первое место по итогам первого соревновательного дня занимает бельгийка Луна Хендрикс с результатом 73,52 балла. На второй строчке располагается россиянка Майя Хромых 72,4, а замыкает тройку лучших действующая чемпионка мира Анна Щербакова 71,73. Еще одна представительница России ученица Алексея Мишина Софья Самодурова 58,68 располагается на промежуточном 9-м месте. Российская фигуристка, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова с ошибкой показала короткую программу на этапе серии Гран-при в Италии. Фигуристка исполнила постановку «Песня далекой земли» от российского композитора Кирилла Рихтера. В самом начале программы фигуристка сделала двойной аксель, а также приземлила тройной флип. Во второй половине программы Щербакова допустила ошибку на каскаде. Прыгнула тройной лупс, а затем через паузу приплюсовала к нему двойной тулуп вместо тройного ридбергера. Российская фигуристка, призер финала Кубка России Майя Хромых чисто откатала короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Италии. Спортсменка сделала дебютный прокат на Гран-при Италии, представив постановку под блюзовую композицию «Бет Харт». В начале проката фигуристка сделала двойной аксель, также она сделала сольный тройной лупс, а уже во второй половине проката сделала каскад из тройных флипа и тулупа. Вращение фигуристки оценили на 4-й уровень, дорожку шагов – на 3-й. Щербакова не даст себя в обиду. Боброва, о Гран-при Италии по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине. В соревновании фигуристок Россию представляют Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Хочу пожелать нашим ребятам здоровья, чтобы никто не усугубил травмы. Нужно показать класс, чтобы зрители наслаждались катанием и радовались победам. Прогнозы в соревновании фигуристок делать сложно. Думаю, что у Щербаковой есть отличный шанс взять реванш. Все будет зависеть от чистоты катания. Очень рада, что Хромых смогла сделать такой классный контент и такие классные элементы на соревнованиях в Будапеште, что ей позволило обойти Аню. Но Щербакова себя в обиду не даст, и будет доказывать свое превосходство, сказала Боброва. В октябре на турнире Будапешт Трофи Хромых завоевала золотую награду, опередив Щербакову на 2,18 балла. Матильда Чича. У Валиевой идеальная техника, но нужно заставить ее посещать современные танцы. Итальянская актриса, певица и 10-кратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чича прокомментировала катание российской фигуристки Камилы Валиевой. Могу только похвалить такую совершенную фигуристку, как Камила Валиева, и за технику, и за интерпретацию. Она превосходна в прыжках и красивых вращениях, выполняемых с большой скоростью. В ее катании нет и намека на неуверенность и безусловно, в следующих прокатах она станет еще более решительной на льду. Камила – большой молодец. Она целеустремленная и харизматичная, а это то, что отличает великую чемпионку от обычной фигуристки. Поздравляю русскую школу фигурного катания, с которой я очень хорошо знакома по своему опыту тренировок в России с лучшими тренерами мира. Мои поздравления! Отметила бывшая спортсменка. Она также высказала сожаление по поводу коротких карьер российских чемпионок. Это слишком плохо для фигуристок. Короткие карьеры говорят о том, что их сильно эксплуатировали в техническом плане, к сожалению. Слишком сильно и слишком рано. Сможет ли Камила реализоваться после спорта? В Италии после соревновательной карьеры я стала тренировать и начала карьеру на телевидении и в кино. У меня не было менеджера, и меня позвали благодаря моим профессиональным спортивным навыкам. Также, к счастью, я была еще и красивой, очень телегеничной девушкой, в дополнение к тому факту, что я очень общительный человек. Своей простотой мне удалось, к счастью, покорить публику. По словам Матильды, Камиле стоит обратить внимание на современные танцы при постановке номеров.
В Камиле я вижу много установок из классических танцев. На мой взгляд, тренеры также должны заставить ее посещать современные танцы и танцевальную школу, чтобы она была более расслабленной и более спонтанной, поскольку ее техника идеальна, заключила итальянка. Напомним, что на прошедшем этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева завоевала золото в одиночном катании и установила 3 мировых рекорда по количеству баллов и по оценке за технику. Журналист Тасими Арияма. Туктамышева олицетворяет спортивное чудо. Японский журналист издания Number Web и автор книги Юдзуру Ханю, создавая будущее, Тасими Арияма прокомментировал соперничество российских фигуристок с японками в серии Гран-при. Космическим выступлением на Skate Canada 15-летняя Камила Валиева захлопнула дискуссию о победителе зимней Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Произвольная Камилы стала более совершенной во втором сезоне. Сложные переходы вкупе с мастерством катания позволяют набирать высокие баллы, но что действительно поражает, так это ее способность действовать без ошибок. Я думаю, вопрос о золотой медали Пекина снят. Также впечатляет высокий уровень прыжков российских квадисток. Только при безошибочном катании Кихира может включиться в борьбу за медали. Сакамото выступает превосходно, и я думаю, что как только кто-то из россиянок оступится, Каори ее укусит. Российские фигуристки в одночасье улучшили свои технические навыки, другие страны не могут угнаться, поэтому отрыв неизбежен. Меня просто поражает сила россиянок, которые легко справляются со сложными композициями и мастерством катания, сказал господин Арияма. Он также отмел вариант с приглашением в сборную Японии ветеранок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, похвалив школу Этери Тутберидзе, которую финские критики прозвали фабрикой. Если мы говорим о смене гражданства, то я бы не рассматривал такой вариант. Удивительно, как методика Этери работает на раскрытие талантов, и то, как она ставит прыжковую технику, адаптированную для каждого фигуриста, и разрабатывает композиции, чтобы получать высокие баллы. По мнению Арияма, если кому и высылать приглашение, то только Елизавете Туктамышевой. Говоря о жадности в хорошем смысле, я бы хотел видеть у нас таких фигуристок, как Лиза, которые сохраняют навыки, даже когда становятся старше. Ей будет сложно бороться за путевку в Пекин с более молодыми фигуристками, когда они в хорошей форме, но я бы хотел, чтобы у нее получилось. Ее стремление улучшить технику в таком возрасте – это просто потрясающе. Она олицетворяет спортивное чудо, и я думаю, что в случае успеха она подарит мечты и надежду многим спортсменкам, заключил журналист. На прошедших 2 этапах серии Гран-при в США и Канаде российскую гегемонию на женском подиуме смогла разбавить лишь кореянка Ю Йен, ставшая 3-й в Лас-Вегасе.